Польза.нет Live. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, 423 тысячи подписчиков уже. И здесь вы можете лицезреть обзоры с человеческим лицом, пока только с моим. Что интересного я вам сегодня смогу рассказать о смартфоне Vivo IQ 12 Pro. Разумеется, я вам не буду рассказывать про беспроводную зарядку на 50 Вт, про то, что у него обычная на 120 Вт, про то, как он волшебный. Вы и так узнаете об этом в моем основном обзоре. А сегодня основное это мы будем гонять его в PUBG, обсуждать как раз эту железку, потому что здесь есть свои плюсы и свои минусы. Свои плюсы сразу, сходу. Это, разумеется, Gen 3, который здесь выбивает 2,1 миллиона баллов в Antutu. Помимо этого, супер яркий экран, великолепные камеры, которые, к слову, все равно проигрывают даже iPhone 15. Но мы не будем злить Android фанатов. Так же, как мне люди часто говорят, что Саня, почему ты с яблоком? Потому что он снимает лучше видео, а видео я снимаю на iPhone. На 15 Pro Max, на 14 Pro Max, до этого на Huawei. Но это другая история. Что такое IQ? IQ это Vivo. Что такое Vivo? Vivo это BBK. Что в BBK входит, вспоминаем. OnePlus, Nothing, та же самая контора, вот по-любому. Следующий момент. Это Oppo, Realme, IQ, Vivo. Это основа. Если их все суммировать, то понимаешь, кто здесь лидер, и кто здесь папа по объемам продаж в мире по трубкам. Но мы не будем о грустном, мы будем о том, для чего IQ создан. По идее он создан для игр. Но экран водопад, даже не полностью водопад, это такое сомнительное решение для игр. Так же как Gen 3, который довольно прилично греется. Сейчас мы стримим в 1080p 30 FPS. Сразу говорю, что на канале есть Fold 5, Flip 5, который у меня утонул во время теста. Этот я смартфон тоже буду топить. Надеюсь, что он не утонет для контента. Вот, из интересного, в первую очередь, что я хочу отметить, в том, что Smart довольно комфортный, без чехла носить его невозможно, он скользкий даже в черном исполнении. А если говорить про звук, хорошо, я сейчас сделаю на максимум. Работают его микрофоны, родная камера. И это 1080p 30 fps. Единственное, я могу говорить погромче. К минусам сразу, фронталка не в 4К. Для большинства это будет вообще никакого значения не иметь. Есть защита от влаги, есть у него, повторяюсь, быстрая зарядка Gen 3 и полный фарш, как говорится. Включая разрешение Quad, то, которое 3800 Quad HD, W Quad HD, получается так. И проще говоря, здесь экран с плотностью пикселей космос. Все космос, все мы это обсудим во время стрима. Но не это важно. Важно, что Flip 5, который в 2 раза дороже на Gen 2, даже в 720p у нас отказался стрим проводить. Точнее Fold 5. К слову, завтра я также буду гонять Xiaomi 14 Pro, который у меня тоже на руках. Завтра обзор на основном канале на Xiaomi 14, тоже приходите, смотрите. И завтра вполне возможно, точнее сегодня уже для вас, одним кадром я IQ 12 Pro тоже погоняю. Но не факт. Нет у меня такого настроения, только что я лишился пульта для кондиционера. В целом, Smart на данный момент не перегревается, яркость у него космос, волшебный экран, и мы потихонечку переходим в игровой процесс. 70% заряда, но будем его, как это называется, засекать только в тот момент, когда правильно что произойдет? Как только этот великолепный смартфон начнет игру. И повторяюсь, что вот такие вот топорные тесты у меня единообразные и безобразные для всех классных смартфонов. Я хожу с ними 10 минут, это будет второй обзор, там иногда 13, иногда 20, и рассказываю о них. Играю в PUBG, как сейчас, при том, что все одинаково работает. Единственное, не все могут стримить в 1080p 30 fps, допустим, iPhone не может даже в Твиче делать так, чтобы вы играли одновременно и помимо этого благополучным образом переходили в режим фронталки, вот как сейчас я могу, допустим, включить вот так и начать разговаривать. И все это с одного смартфона, с одной программы, без остановки стрима. А в айфоне так не сделаешь. Сейчас перехожу в игровой процесс. Единственное, что мне надо сейчас для вас, это в первую очередь проверить яркость. Единственное, надо найти сейчас, после всех моих ухищрений, в такой степени я везде таскаю этот бедный люксометр. Так, температуру я уже измерю. А вот где мне
то будет не комплементарный тест. Но все равно пока прогружается. Как у кого день прошел, пишем. Притом непонятно почему, но я помню, что я его с собой в спортзал забирал, этот люксометр бедный. Наверное, для того, чтобы каким-то образом проверить, как сбрасывается яркость у устройства. Все, нашел. Ей. Так, шин сразу проверим, кстати. На видео все равно покажу. Напоминаю, что подписывайтесь в телеграм-канал скидок по ссылке в описании. Сейчас там мало чего, но я надеюсь, что курс откорректирует под конец Black Friday. 880 люксов, и по шиму давайте так. Шим вообще никакой. А как так может быть? 3%. Ну-ка, нас не обманешь. На 70% 6%. Вообще как IPS, что ли? Это как так может быть? Нет, на нуле сбросил до 10, но был 10 диминг, то есть сначала показал 20. Здесь сначала он показал при переходе 7,3%, то есть автоматически 10 диминг отрабатывает. Вот так. Так, а что у меня с экраном произошло? Ага. Надо открывать Twitch, чтобы с вами общаться. Стрим же идет, пишем как микрофоны, громче я их не сделаю уже, и так максимальная чувствительность. О, мы уже летим. День прошел нормально, в принципе. Дукат, рад тебя видеть. Так, выходим. Хорошо, что все это дело затянулось у нас. Почему? Правильно, потому что у нас настройки не те. Графика. Управление, игровой процесс, графика. Что зачем нам на 60 FPS все это дело гонять? Я вот так выставлял в прошлый раз. Может даже сохранить и выйти в лобби тогда. Лобби. Выход. Мы не ищем легких путей. Но смарту точно будет плохо, потому что он по максимуму. Если я, допустим, 14 звук на максимум выкрутил. Ну, Дукат, я ничего не сделаю. Я даже не буду корректировать все это дело потом в исходном файле. Вот. То есть сейчас мы благополучно, давайте в настройках выставим графику. Так, высокая, включены аж здесь текстуры. И понеслась. Я понял, все окей. Ну, Юрий, я сейчас повторю тебе, вот, подожди. Вот смотри, так, игровой процесс, выставляю настройку, видишь, на максимуме. То есть я больше не поставлю уже. Так, все, игровой процесс выставлен. Ну что, победим всех сегодня, нет? Так, что по поводу айкушки? Первое. Всем, кто хочет ее купить. У меня сегодня у Перекупа была история. Я встретил не подписчика, а человека, который ругался на блогеров, что они продажные шкуры, и очень удивился, что это за смартфон iQOO. Посмотрел, но ему сказал, что покупать не стоит. Почему? Потому что это непопулярный смарт, и черт знает, когда он будет популярным, согласитесь? И пусть даже все бренды здесь есть, я за него топлю, русский здесь есть, но плотность пикселей здесь, конечно, за предел 517 ppi. Так, уже 67%. 67%, и секундомер надо включить. Секундомер сейчас включаю. Начнем. Есть. Дизастер, прикинь,
сам, получается, Twitch заблочил твое сообщение по причине шовинизма. Да, и кушки всегда хорошие аппараты, не бывает плохих. Здесь последний Bluetooth 5.4. Но Type-C они сюда запихали подло версии 2.0. Во всяком случае по спекам. Хотя я вот скидывал файл, у меня ощущение, что выше. Но тоже на трешку не похоже. Я сам не пользовался, но видел, что хорошо телефоны делают. Ну понятно. Получается, я в ночи как-то прыгаю. Не получается, со мной прыгают. Да, подло мы 11 минут настраивали. Не понял, насчет аккуратно общаюсь. Ладно, давай пока нет никого, я тут побегаю. Полутаюсь. У меня есть смутное ощущение, что они уже пропылесосили все. Я видел чужой, кстати, полет. Так, стоп. СКС-очка. Где? Где кто? Смотрите на FPS. Так же, как и у Xiaomi 14. Кстати, на Xiaomi 14 прилетела обнова. Так, где? На Xiaomi 14 прилетела обнова. Ну что? Ага, убит. Альфа. Альфа, как говорится, и омега. Опа. Тут тип, что ли, бегал? Интересные дела. Наказывай их, Саня. Да я такой наказательный, вы видели, что без меня тут вынесли всех. Но у меня не очень высокий уровень, нужно про это еще помнить, что в скваде я не играю почти никогда. Опа. Это было интересно. Опа. Хотя похоже не на бота. Но скорее всего бот. В этот момент кто-то обиделся на меня. Что, как ты меня ботом назвал? Так, ну-ка. Не вижу пока никого. Здесь еще темно. По ощущениям аппарат уже тепленький чуть-чуть. Рамки здесь металлические, что неудивительно. Играю без чехла с включенным кондиционером. И 416 или... Не, оставлю. Зачем мне косилка здесь? Ну ладно. И... Оптики у меня нету. Что, живой, что ли, кто-то? Нет, это автобус. Мотик, как говорится. Мотик лишним не бывает. Так, это по мне стреляли, что ли, или... Опа. Там стрельба где-то.
Где единичка? Тоже норм. Так, ну машина у него тоже есть, можно ехать в зону. Рум-тур для подписчиков будешь проводить? Рум-тур где? По моей комнате? Я думаю, я уже год собираюсь сделать видос по... Я, может быть, во Вьетнам, когда полечу, сейчас через недельку, покажу, что и как на бусте скину, бесплатном открытии. Потому что на ютубе это все-таки, ну, не моя эта тема. Так, стоп. Вот. Я уже понял, что у себя дома. Но я имею в виду, что я это скину все-таки на какой-то сторонний сервис, не на YouTube. Мне кажется, никто у себя дома ничего не снимает. Или кто-то снимал. Все делают вид, что снимают у себя дома. Так, ну что? Почему какое-то смещение идет? Да что ж такое? Я смотрю вперед, в общем, и не смотрю перед байком. Что нельзя снимать прячь. У меня нет ничего такого, что нельзя снимать. Ну, такое ощущение, что я даже показывал в телеге несколько раз. А, я понял, в чем прикол. Батарея. Батарея погибла. У меня все можно снимать. У меня one bedroom, однокомнатная. Технически здесь ничего и нету. У меня в самом доме спортзал. Я сегодня, кстати, туда не попал. Не критично. Зато стрим провожу. Он отказался до 10 вечера. Ничего страшного, 3 дня бегал. Один день можно отдохнуть, учитывая, сколько я не бегал уже вообще. Плохого в этом точно не будет ничего. Да, пропылесошено знатно, конечно, нашими умельцами. Мне кажется, с такой командой грех не выиграть. О, прям интересно. Не вижу их. И что, так быстро вынесли? Прям сквад. О! Ну-ка. Где они могут прятаться? А, может, на втором этаже? Пока не видно никого. Они ретировались. Сумма входит в аренду. Да здесь он по большому счету и не нужен. Можно на улице бегать, всегда плюс 26. Но на улице можно и ногу подвернуть.
еще много чего сделать, а здесь ты перед собой поставил контент и потребляешь, правильно? Плюс колени не убиваются. Не так при любом раскладе. Мне же результаты не нужны, мне просто чуть-чуть подвигаться. Вспомнить молодость, так сказать. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Это было близко. Окей, едем лутаться туда. Я бы попытался бы... У вас вид красивый, да. Но опять же, при желании здесь можно что-то на насыпь сделать, построить и все. Поэтому штуки типа квартиру купить или еще что-то тоже надо 10 тысяч раз подумать. Можно также перед собой увидеть. Потом перед собой увидеть. Так, где? Опа. Здесь. О, огонь, огонь, огонь. Нарвался, как говорится. Так, а можно мне дропнуться, нет? Или уже все? Выход. Уже все. Так, ну, соляви, как говорится. Ку, Дизастер, привет. Сальвадор, привет. Вот, возвращаясь к iQOO 12 Pro. Вроде все здесь круто. И Bluetooth последний, но единственный Type-C-шник не последний. И основной модуль Omnivision OV50OH, но он не такой же, как в 14-м Xiaomi. Зато телевик у нас на 64 мегапикселя H. Трехкратный оптический зум. Ну, вот народ скидывает фотки, что у него лучше, чем на айфоне получается. У меня так не получается. Ни в ночном, ни в дневном режиме, ни в каком. То есть это очень-очень конкурентоспособная штука. Но сказать однозначно, что она прям разрывает яблоко, я не могу. И по яркости то же самое, потом покажу в ролике. Кстати, давайте-ка проверим, пока он ищет, что у нас с яркостью. Прошло у нас всего 12 минут, правильно? 700, 805, 840, 860, 870, 880. Яркость он не сбросил. Officially. Так, и... У хейтеров айфонов всегда все лучше, чем iPhone. Но какие-то моменты лучше. В конце концов, он быстрее заряжается. И он дешевле. Таких вот два плюса, как минимум. И в играх он лучше. Хотя FPS держит так же, как и Xiaomi 14. Здоровались уже, ты чего? В играх и планшете лучше. Площадь теплоотведения больше и все. Хорошее компьютерное, не обязательно игровое кресло. Все, что делала IKEA, было топом. Если купите старое любое, самое дешевое даже кресло от IKEA, мне нравится. И то, на чем я сижу, это самое дешевое кресло вообще здесь. Ну окей, я сначала сидел на кресле, которое 1800 рублей стоит. Сейчас уже, наверное, на 3000. То есть, я не знаю, сегодня пошел шорты купил за 7000 рублей, если в рублях. Мне это не обламывает, потому что, ну, штаны не нужны, что-то не надо, а по поводу кресла, ну, обычное кресло и все. И ну, смысл там какой-то выбирать. Притом мне получилось два кресла по цене одного. Как это получилось? Очень просто.
мне прислали кресло. Кресло здесь местное, Лозада есть. Без болтов. Я его подтвердил и написал им отзыв, что бэушное кресло без болтов, бла-бла-бла, они забыли. Вот, и они мне прислали новое кресло. Я купил болты, теперь у меня 2 кресла. Как бы можно было бы, наверное, продать, потому что большинство не шарят. Так, и нет, наверное, с этим буду бегать. У этого хотя отдача не волшебная. Да. Хотя, опять же, я не сторонник халявы, я у них спросил, куда им отправить, они написали, нет, оставляй себе. Здесь часто с таким встречаешься, вот в таких моментах, с сервисом. Потому что тот же монитор Dell у меня сгорел. Я там попытался, я видео послал, еще что-то, они такие, нам, ну, а у них типа не принимают. Они, нам ничего не надо, нам нужен просто номер монитора. Приехали, получается, сейчас 5 секунд. Да что ж такое? Забрали мой моник, вот, и все, и даже его не смотрели. То есть просто, если бы, я не знаю, там болванку им разбитую отдал, они бы его взяли. Так вот, без шлема встречать кого-то, тем более, когда меня вынесли недавно, такое себе, конечно. Опа, вот об этом я и говорил. Типок, ты похож на небота. И по луту не похож на бота. Но мораль черепушка решает, конечно. А еще вторая мораль, что без аудиосопровождения сложно играть все-таки. Когда не слышишь игроков, которые к тебе приходят. Ну ладно, чего ныть. Здесь еще кто-то бежит. Вот здесь у него... Опа-па-па-па-па-па-па-па-па. Это я вообще неудачник. Не переключил оружие. Думаю, почему он не стреляет. Эпичный профан. Наверное, это тоже был ботом тогда. Хорошо, хоть на карте шаги показываются. Вот, так что плюсов, да, очень много. По креслам все это, мне кажется, у кого какие заморочки, видите? Мне удобно сидеть в чем-то, я рад. Да, мувы делал. Боты хороши. Супербот. Теперь мне надо найти коробочку, чтобы улучшить этот пулеметик. Будет 75 патронов радости. Коробочку это тяжело найти. А что такое зеленая ракета? Кто-нибудь шарит? Это типа транспорт? Так, ну окей. Все не важно. Важно то, что у меня зеленая коробочка есть. Я уже выстрелил, по-моему, нет? Нет. Я понял. Типа спасти типа какого-нибудь. Понял. Как понять, нет доступных членов команды. Ну ладно. Вот, так что новинок более чем достаточно. У меня еще X100 пришел. А Xiaomi 14 Pro я даже не распаковывал. Сейчас буду распаковывать, завтра будем мучить его, наверное, тем же способом. Потому что где-то неделю смартов не будет. Смартов не будет, потому что я буду во Вьетнаме. Будут другие обзоры, но они будут лайтовые. Может, топы будут еще. Кстати, топы уже, уже 2 еще есть в задумках. Что сделать в этом году. Да, штаны не нужна, машина. Но машину народ берет, потому что жарко. То есть по этой причине они берут. А так в целом, да. В Централ побегу к типам. О, стоп. Какие-то там телодвижения были. Какое-то движение было. Я уже ученый, что просто так спину не открывать. Да? Иксы на этой штуке.
уже дистанционно где-то кого-то ловить. Ага, понятно. Триста тридцать четыре. О! Где-то здесь были зарубы. Обычно, когда в поле зарубы, это бота. Либо кто-то перебегает. Не вижу. Еще если ты долго никого не видишь, то вполне возможно это нормальные типы. И они тебя выслеживают. Пока ты вот так бегаешь и галтело. 400 метров двойка. Мне кажется, что не успею. Ну ладно, если это был бот, то бы его уже добили. Если бы точнее это... А, да, все. А, не, он передроп сделал. Окей. Вот такой тихой сапой мы уже 20 минут отыграли. Так, и где здесь стрельба? Опа. Прям серьезные типы по видео. О! Зеленые типы. Мне кажется, они там перезарубались и все уже. Не похож на бота тип. О! Да, вообще не похож. Хорош. Опять меня завалят так. Да. Релокацию. Релокацию. А стрим-то еще идет. Вот он. Лутается, но меня не трогает. Очень интересный у них подход. Может, он думает, что я его не вижу? Как далеко он, кстати, может улететь? Наших вынесли. Тип спрятался. От айкушки такой же, что это айку. То есть как будто такой же телефон, просто чуть-чуть по-другому и
чуть-чуть лучше камеры основные. От Xiaomi, что это такой же телефон, не особо сильно отличающийся от тринашки. Вот так вот типы прибегали. Семнадцать это еще много живых. Так, интересно, он убежал оттуда или... Да не важно это. Не убежал, будем зарубаться. Да, плохая идея была. Он просто ждал, пока я поближе подойду. Тоже неплохо. 26 минут. Те же тапки, только в профиль. Ну, я не знаю, мне так нравился и iQOO 11, и iQOO 12, и iQOO 10. iQOO всегда классная. Но можно сразу вспомнить о плохом. О чем? Правильно, фронталка здесь без 4К. И ты берешь Xiaomi 14, у которого есть 4К, и последний Type-C-шник, и iQOO 12 Pro, у которого нет последнего Type-C-шника, им нет 4К. Вот. И как бы такой, да ладно. И это уже значительная разница. Почему? Потому что все-таки здесь конкуренция идет по, наверное, наличию всяких фишек. С другой стороны, вот, опять же, брать PUBG. Ну что, и там не держал он 60 FPS. Xiaomi 14 тоже не держал. Слишком маленький, я бы сказал, шаг между Xiaomi 13 и 14. И слишком маленький шаг между iQOO 11S, допустим, и 12 Pro. Что дает этот процессор? По идее, он должен давать лучшее качество видео. Хорошо. Где 4К 120 FPS? Вопрос дня. Понятно? Если они должны что-то улучшать, где 4К 60 FPS на фронталку или хотя бы 30 FPS? Нету. Там, не знаю, где там 3000 люксов они анонсировали, но я здесь не вижу 1.4 люкса, как я 1000 люксов, когда я тестирую iPhone. Здесь 840, 850. Вот. Опять же, экран, яркость. Максимальная яркость. Автояркость выключена. Автоблокировка максимум. Разрешение максимум. Частота максимум 144 Гц. Но герцовку вы и так видите здесь. То есть он показывает 60. И скорее всего это причина в том, что он залочен. Кстати, может быть снять... Ну-ка, ради интереса. Я тогда очумею, если они залочили 60 FPS, и нужно это влезть куда-то, чтобы играть. Я просто очумею. Вот удивите меня. Прикиньте. Очуметь. То есть я должен был зайти... А все равно он, видите, с 60 работает. Он сначала 120 показал, а потом 60. Ну, я попробую потом перезайти. Расскажу в ролике. Но пока довольно печально все это. То же самое у Xiaomi 14. Нужно указывать приложения, которые работают в 120 FPS. И PUBG там, кстати, указан автоматом. То есть получается, в iQOO тебе надо заводить вручную, а Xiaomi 14 понял и без этого. Но я хочу отметить, что один черт Xiaomi 14 60 FPS был. Поэтому такое себе. Но 30 минут, яркость он все еще не сбросил. Это радует. Тач мне нравится. Кстати, только сейчас понял, что тач мне нравится. И может быть даже и не такие края скошенные. Но 120 FPS. Такое ощущение, что он залочен. Вот ты выбираешь у него 60. Все равно... А нет, 63. Ничего не залочено. 62, 61. Нет, он просто так распределяет.
Говорю, опять же, можно через логи все это снимать, но опять снова. Производители не просто так эти ограничения вводят. Это как с зарядкой быстро, когда они говорят, что батареи износятся быстрее. Вот то же самое. Как в Xiaomi нужно 500 вещей сделать, чтобы разлочить. Так, тихо. Не нравится вот это то, что вы уверены в бустовой зарядке. Конечно, зачем я купил зарядку быструю, чтобы использовать медленную? Со всех сторон. Ох ты, ёшки! Как все быстро теперь, да? Очень быстро. Меня хоть чуть-чуть слышно, народ? Хану. Я буду прыгать в Хану. Со звуком беда, еле слышу тебя. Да какой микрофон? Работает родной всегда микрофон у телефона. То есть я вообще ничего не делаю. Вот как у смарта работает микро, так оно и работает. Вот, Сальвадор. Видишь? Значит, дело в чем-то другом. В наушниках норм, Дукат. Окей. До меня только дошло. Графон, кстати, у PUBG, у New State классный все равно. Я не знаю, ну его хейтят, потому что, наверное, он ест много ресурсов и на обычных, на среднебюджетных смартах, скажем так, уже не особо кайфово играть. Вообще главное, чтобы не шипело. Тихо это не так критично. И, ну вот так, допустим, чтобы разные были. Коряк, давайте коряк еще возьмем. Опа. Ух ты, ёшки. Я очень надеюсь, что замешкался как раз бот. Что если не бот, то тогда сюда придут клиенты. Вот типа таких. У меня патронов не было, да? Было бы эпичненько. Категорически приветствую. Жужу-то вообще работать перестал. Что значит приветствую? Почему у тебя есть доступ в интернет сейчас? Или ты увольняешься? Что за разврат? Или ты спрятался, чтобы тебя никто не мог достать? Так, все вроде. Вроде все. А вот это вот насчет последнего слова, я бы на твоем месте его не использовал. Даже я его не использую, ты не заметил? В ЖКХ, конечно, да. Тяжело быть постоянно. Да, Жужу? Так, тихо. Так, окей. Угу. Как ты, кстати, стримил еще на этом, на Пикселе 7? Народ приходит? Я без сарказма. Ты единственное стрим что-то популярное, а не как я. Потому что New State не любит никто смотреть. Посмотреть, что смотрят, и то и стрим. Там, не знаю, какой-нибудь, мне кажется, этот хорошо заходит. Как его называют. Вообще иксы хорошие. Диабло, может быть, смотрят, нет? Снега завалила, мама, не горюй. Копаешь там? Или подчиненным сказал копать? Не барское это дело. На это времени нет, завтра буду стримить. Что тебе мешает стримить? Ну-ка. Не барская, не барская. Я фигачил снег все 20 лет, из них 15 лет офицерской жизни. И ничего. Вот такой вот личный пример мы подаем.
личному составу, да? Не барская. Правда, я в большинство нарядов ходил как раз там, где одни офицеры. Пам-пам. Так что ж такое? Бесполезные патроны. Опа. Вот это вот беда. Беда. Тем более я для важных дел птицы. Важных дел птицы диплом защити какой-нибудь. Это будет самое важное дело для тебя. Судьборешательный, судьбоносец. Да, конечно, бежать и бежать. У меня такое ощущение, что здесь в основном я несу добро. Смешно. Профессия как раз нести добро у тебя. Добронос такой. Да? Водонос, добронос. По-моему, один бегу, да? О, дроп. Кстати, не так и далеко. Реально недалеко. Но там, мне кажется, будет вообще лютейший заруб. Добро кому? Там, где ты в одном месте приносишь добро, в другом месте посчитают это злом. Понимаешь, о чем я? Типок передумал ехать. Там из-за дропа, мне кажется, такие зарубы. О! Опа! Как хорошо меня снесли. Вы наконец умираете. Все. Ну ладно. Нашли они меня. Я бухгалтер. Бухгалтер наш. Да? То есть кому-то ты несешь добро, а кто-то не рад, что кто-то получает зарплату вовремя, да? Так, надо выходить. Что это такое? Что это такое? И заново начинать. 48 минут стрима и 38 минут игры. Вот он, не особо популярный смарт. В чем популярнее игры сейчас? Не в PUBG, а в чем? Сварщиком бы ты сейчас мог очень много зарабатывать. Прям неприлично много. А, я понял, что ты делаешь.
У нас тоже один человек, ефрейтор, занимался списанием. Ему просто рвали на части, потому что у него были контакты во всех службах. И за года просто, за года списаний, которые требования постоянно меняются. Матч найден. Он уже более чем конкретно набил руку и обучился. Но он умирал, потому что с него остальные обязанности не снимал никто. Опять же, у тебя там попроще. Ты недалеко от командующего. Потому что от каких-то сумм, правильно, только командующий может списывать. Все это мы проходили. Либо дробить надо. Либо надо дробить. Так, что-то либо тач, либо я. Наверное, я все-таки. Скользко слишком сформулировал правильно. Как тебя пиксель 7 не расстраивает, не сильно быстро разряжается, а без подколов? А почему именно пиксель? Вот он, ощущаешь ты, подписчик мой, вроде друган, администратор, а такой пиксель 7. Соляви, Саня. Почему не какой-нибудь Xiaomi 13, 14? Почему не iQOO? Почему не Vivo X100? Mobile Legend? В Genshin я не хочу играть, потому что, мне кажется, средний, получается, я не знаю, может быть. Наверное, надо опрос сделать. Во что гонять на стриме, на Твиче. Потому что, мне кажется, PUBG всех уже достал. Но в Genshin я тоже не особо хочу играть. Хотя, может, и стоит и правда в него. А Diablo неважно, хотят смотреть или нет. Наше-то дело спросить, правильно? Я сегодня все занавески отдал в стирку. И завтра мне придется проснуться с первыми лучами солнца в 6 утра. То есть через 4 часа. Что я погибну вообще. Понеслась. В Нитон. Прям серьезные типы одни летят. А почему Mobile Legends ты не стримишь? Нет, PUBG обычно тоже смотрит неплохо, если открыть Twitch. С утра с ним. Так ты, наверное, в телефон не заползал, если с утра с ним. А, и плюс у тебя автояркость стоит, скорее всего. Да? Признавайся. Ты на максимальной яркости не любишь гонять их. А разрешение максимальное, не помню, там оно выставляется. Ну все, я теперь вооруженный, особо опасен. Со сковородкой. Только Full HD. А. Ну, норм допилили, значит. Фанатов хватает. Продать всегда успеешь его. Мне кажется. Ты вон не новым же брал, а БУ? Или по какой-то скидке лютой? Или новым с Авито какого-нибудь? Так, а где моя каска? Нету касок. Новый брал по наводке Фила. Ну, им надо не ликвид продавать. 8 вышли, уже подешевели. Как ты думаешь, почему на них дискаунт, да? Открой Авито. Ну ладно, купил и купил. Главное, ты рад. Как мне правильно Владимир говорит, мой друг, что Саня,
Если человек купил, порадуйся за него и отвали от него. И все. Если допилили, я только рад. Так, где тут они бегают? Типа эти. Да где? Ух ты, ёшки. Где хоть одна каска? Броня, пожалуйста, ни одной каски. Один патрон в голову и все. И все. И закончится моя эпичная игра опять. Очередной раз. Или снова. Вообще ни одной каски. Бескасочная просто локация. Вот, все, хоть какая-то. Зашибись. Ага, ColorOS не зашел. Ну, все окей. Нет, почему с пикселем поиграешься, потом что-нибудь еще. Тем более, если выгодный ценник, доллар опять вырастет, ты его в те же деньги плюс-минус и продашь. Наоборот, буду говорить. Вот Жу говорит, что все просто отличный смарт. Так, тихо. Откуда? А, вон вижу. Лутаемся. Ничего у него нету полезного. Бот батон. Китайский сайт видел. А, ну ты по-любому покупал не Global, да? Ну, еще не весь движ. У нас еще 13 минут движа. Может, меньше чуть. И меня все равно, я в скваде играю, меня выносит постоянно. Народ уже отвык, что я часто стримлю, да? Ну, смарты пришли. Надо, кстати, соточку забрать еще. Vivo X100. Ой, не Vivo, а... Да, Vivo X100. Подожди, а я что, получается, их два купил? Vivo? Нет, там какой-то Y100, во, не X100. Все. Надо куда-то ехать. Где зона? А мы и так в зоне. Опа. Ничего полезного типа нету. Здесь залутано все. Интересно, кем? Ну, также 60 FPS он держит, залочено. Ну и ладно. Не хочет он приличных FPS и не надо. Не для него они. Ну, Xiaomi 13 в глобале прям ого-го. Очень неприятный смарт по цене. Абсолютно не демократичный. Хотя, с другой стороны, а что тебе с твоей зарплатой сейчас не купить? С другой стороны, да, чего не купить, я забыл, ты уже женат. Поэтому и не купить. Хорошо, что Pixel 7 купил.
ты прям спойлеришь еще и свою ЗП. Трындец. Ты чего? Так нельзя. И жене 13Т за 36. Вот это прям мечта. Очень разумно. Так, где здесь зарубы? Если у здания, то можно... О! Да ладно, серьезно? Ну это вообще какая-то лабутень. То есть я совсем косоглаз. Я парень простой. Ну да, с другой стороны, у тебя выше средней зарплаты по России, да? Джоуи. Я в капы буду прыгать. То у меня будет трындец. А супруга с тобой же работает? Кстати. Она у меня на ноготочках. Значит, зарабатывает больше, чем ты. Ну, терпи. Индустрии красоты, они хороши. Так. А я здесь лутался, по сути, уже. Или не я лутался. Ну, кто-то точно лутался. Так. Теперь надо в зону бежать. Без иксов, без всего. Скажи спасибо, что живой. Уже 52 минуты. Буду прятаться. Есть. Есть. Это по мне стреляли? Да. Да ладно, да что ж такое, через стену что ли? Ну ладно. Все. По процентам, смотрите, 46 было 67, то есть 23% примерно в час он поедает по яркости. Сейчас быстро проверяю. Сбросил, не сбросил, есть ощущение, что не сбросил. Не сбросил вообще, ни граммулечки яркости не сбросил. Так, ну что, могу сказать одно, IQ 12 Pro почти отличный. Почему почти? Почему? Потому что 120 FPS нету. И ощущение, что он нагрелся есть, хотя это, по-моему, абсолютно нормальная температура, да, 38. И 5 секунд. Тыльная часть 38 тоже. То есть ничего космического у него по температуре нет. Не забываем подписываться на канал. 23% в час это прям очень хорошо. Девайсу от меня да, но если у вас есть 11S или подобное, то подумайте 1000 раз, посмотрите в моей личной телеге по ссылке в описании, как он делает фотографии, там много исходников. Посмотрите, кстати, там и видео я уже скинул. И сравнивать я буду с iPhone 15, потому что стоимость iPhone 15 чуть выше. И у меня такое внутреннее ощущение, что он не победит. Ну, посмотрим. Сальвадор, Дукат, Жужу, спасибо, что зашли. Так же, как Дизазанчик и... И Дизастер, и Кастро, и Дукат, и Федор Портнов. Всем добра, подписывайтесь на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, и смотрите на этом канале обязательно обзор одним кадром. Это очень комплементарная штука. Основная камера работает у смарта в движении в течение часа. Какой часа? 10 минут. И я рассказываю вам о нем. Вот. Всем добра.